Всем привет! Сегодня готовим совершенно потрясающий вкусный салат с баклажанами по-корейски. Салат настолько вкусный и ароматный, что его единственный недостаток – он улетучивается мгновенно. Я настоятельно рекомендую приготовить эту замечательную закуску из баклажанов. Уверена, все будут просить добавки. На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: блюдо Easy Cook и название блюда, или любое слово по теме рецепта. И для приготовления этого просто замечательного салата мне понадобится, конечно, в первую очередь баклажаны. Здесь у меня 4 такие довольно крупные баклажана, вес около 1 килограмма. Также 3 болгарских перца, 3 красных луковицы, чеснок. Чеснок берите, конечно, по вкусу. Вообще баклажаны очень любят чеснок, поэтому если вы добавите побольше, будет повкуснее. Но это именно мое мнение. Также понадобится небольшой пучок кинзы, 1 стручок перца чили. Если вы не любите слишком острое, конечно, вы можете пропустить этот ингредиент, либо добавить немного меньше перца. Также мне понадобится масло. Я буду использовать оливковое масло, примерно 3-4 столовые ложки. Можно использовать любое масло. Также добавлю немного кунжутного масла, 2 столовые ложки. Если вы не сможете купить кунжутное масло, можете спокойно пропустить этот ингредиент. Рисовый уксус, примерно 4 столовые ложки. Можно заменить яблочным уксусом, винным уксусом. Черный перец, соль будем брать по вкусу. Сахар около 2 столовых ложек, тоже корректируем по вкусу. Также я буду добавлять семена кориандра. Именно семена кориандра придадут тоже очень интересный аромат этому блюду. В первую очередь подготовим баклажаны. Срезаем плодоножку. И теперь я буду резать баклажаны кольцами. Конечно, нарезку выбирайте сами, какую вы хотите. Но мне кажется, в этом салате именно кольца баклажана смотрятся наиболее так приятно. Толщина кольца примерно полсантиметра. И таким образом я режу все баклажаны. И сейчас баклажаны я буду солить. Вообще солят обычно баклажаны для того, чтобы убрать из них горечь. Но я вам сразу говорю, что сейчас уже, наверное, очень мало сортов баклажанов, которые именно горькие. Сейчас баклажаны солим для того, чтобы они не впитывали в себя при обжаривании слишком много масла. Баклажаны я солю. Хорошо перемешиваю и оставлю их постоять. Баклажаны пустят сок, и потом они не впитают в себя много масла. И получатся очень вкусные и полезные. Оставляю так стоять баклажаны примерно минут 15-20. Замаринуем лук. Я использую красный лук. На самом деле можно использовать любой, какой вы хотите. Режу лук полукольцами. Сейчас в лук добавим рисовый уксус. У меня рисовый уксус 4,5%. Добавляю 4 столовые ложки. Всыпаю сахар 2 столовые ложки. Не бойтесь добавить сахар. Лук от этого будет намного вкуснее. И добавляю немного соли. Хорошо перемешиваю. Итак, я оставлю лук мариноваться. Займемся болгарским перцем. Перец очищаем от семян и перегородок. Видите? Таким способом, когда вы нарезаете перец, очищаете, остается вот такая елочка, на которой остаются все перегородки и семена. Очень просто. И сейчас перец я режу соломкой. Я использую красный и зеленый перец, чтобы салат смотрелся интереснее. Сейчас порежу перец чили вот такими кусочками. Из перца семена я не удаляю, так как мы любим острое.
мелко порежу чеснок. Чеснока у меня здесь примерно грамм 20. Чеснок раздавлю. И мелко порежу. Добавляю в миску чеснок. Баклажаны у меня постояли и пустили достаточно много сока. Этот сок сейчас полностью сольем. Баклажаны промывать я не буду. Я слила весь сок и даже баклажаны слегка отжала. Наливаю в баклажаны растительное масло, примерно 4 столовые ложки. И это все масло, которое я буду использовать при обжарке баклажанов. Хорошо перемешиваю. Сейчас будем обжаривать баклажаны. Причем баклажаны я буду обжаривать на абсолютно сухой сковородке. Баклажаны уже взяли то количество масла, которое я им дала, и больше им не надо. Они получатся очень вкусные. Будут хорошо держать форму, не расползаться. Жарим баклажаны, или можно даже сказать, печем баклажаны на среднем огне, на небольшом огне, чтобы они хорошо пропеклись внутри. Баклажанчики с одной стороны у меня обжарились, переворачиваю на другую сторону. Вообще можно по несколько раз вертеть баклажаны туда-сюда, чтобы они хорошенечко, даже можно сказать, не обжарились, а именно пропеклись. Вы видите, они получаются такие сухенькие, плотненькие и очень ароматные. Готовые баклажаны снимаю на тарелку. Я обжарила все баклажаны. Чтобы процесс шел быстрее, можно сразу жарить на 2 сковородках. Закончим подготовку овощей. В нарезанные овощи я добавляю промаринованный лук вместе с этим соком. В ступке измельчу кориандр. Именно вот этот кориандр в семенах даст основной такой аромат. Добавляю в миску кориандр, черный перец. Конечно, черный перец берите по вкусу. Добавляю еще соль. Соль также добавляйте по вкусу. Помните, что мы также немного солили лук. И добавляю 2 столовые ложки кунжутного масла. Все хорошо перемешиваю. Посмотрите, как это красиво, а вкусно, а ароматно. Я вам сейчас просто передать словами не могу, как это пахнет. Порежу кинзу. Сейчас слоями я буду выкладывать мой салат. Я взяла стеклянную такую посуду, выкладываю на дно баклажаны. Сверху на слой баклажанов выкладываю овощи с маринованным луком. Конечно, это просто великолепно. Сверху на слой овощей выкладываю зелень. И снова сверху баклажанчики. Друзья мои, я вам сразу хочу сказать, ароматно просто передать словами невозможно. Буду вам все время об этом говорить, чтобы вы обязательно приготовили этот салат. Потому что он нереальный, он очень и очень вкусный. Выкладываю слой баклажанчиков. И так у меня всего получится 3 слоя. 3 слоя баклажанов, овощей и зелень. Снова кинза и последний слой баклажанчиков. Хорошенечко так уже можно даже прижимать. Выкладываю сверху все оставшиеся овощи. И причем вот этот сок, который образовался, я сейчас тоже все это вылью сверху. Маринад этот. Кстати, я не сказала, какой размер у меня формы. 28 на 20 сантиметров. Ну, на всякий случай, может, кому-то понадобится. Выливаю маринад. И сверху, конечно, зелень. Теперь осталось
ну, наверное, самое сложное – дать этому салату хотя бы пару часиков настояться. А если он постоит у вас сутки, он будет просто божественный. Миску я закрываю пищевой пленкой и отправляю мой салат в холодильник, чтобы он промариновался. Друзья мои, я салат достала из холодильника, он у меня стоял примерно 1,5 часа, потому что дольше ждать просто нет сил. Очень хочется попробовать. Вкус у салата божественный. Баклажаны, они такие, как будто запеченные на гриле. Плюс, конечно, маринованный лук, все эти овощи, хрустящий перчик, чесночок, зелень. Конечно, легкая остринка. Салат, мне кажется, получился великолепный. Обязательно его приготовьте и попробуйте. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук, Позитивная кухня. Всем пока!